Всем добрый день, меня зовут Олеся, рада видеть вас на своем канале. Сегодня готовлю вот такой вот простой, хороший, двухслойный шоколадно-творожный пирог. Присоединяйтесь. Для приготовления потребуется 225 грамм муки, 25 грамм какао, 150 грамм сахара, 200 грамм сметаны комнатной температуры, 3 яйца, тоже желательно комнатной температуры, 60 грамм растопленного тепленького сливочного масла, четверть чайной ложечки соли и 5-6 грамм разрыхлителя, 1 чайная ложечка. Берем яйца, добавляем щепотку соли, всыпаем весь сахар и начинаем взбивать миксером. Взбиваем несколько минут до увеличения массы в объеме и посветления. Масса должна стать вот такая вот воздушная и пушистая. Прекращаем взбивать и добавляем сметану. Как я уже сказала, желательно дать ей постоять на столе немножечко, чтобы она слегка согрелась. Обязательно просеиваем все сухие компоненты, муку, какао и разрыхлитель. Обязательно просеиваем, потому что в какао, как всегда, есть какие-то комочки, которые довольно-таки трудно разбить, и желательно их просеять. Я вот так еще и прохожусь ложечкой, чтобы хорошенько их просеять через сито. Потом берем миксер, немножечко перемешиваем, чтобы не разлеталась сухая смесь. И размешиваем все миксером до однородности. Долго это делать уже не нужно, чтобы тесто не затянулось, не стало жестким. Как только все соединилось, выливаем по чуть-чуть растопленное сливочное масло и перемешиваем. Тесто получается вот такое вот не слишком густое, но и не жидкое. Очень вкусное, с замечательным вкусом и ароматом. Для выпечки буду использовать разъемную форму диаметром 26 сантиметров. Снимаю кольцо и на донышко, как всегда, защелкиваю кусок пергаментной бумаги. Ненужные какие-то края, чтобы они не мешались, просто обрезаю. Беру кусочек сливочного масла, смазываю бортики и остатки наношу на донышко. Перекладываю подготовленное тесто в форму и при помощи силиконовой лопатки разравниваем. Делаем такой не слишком толстый, даже можно еще больше форму взять, 27-28 сантиметров. Здесь не нужно, чтобы был толстый слой теста. Разравниваем тесто аккуратно лопаткой, равномерно стараемся распределить, чтобы был ровненький слой. И приготовим начинку. Берем 3 яйца, добавляем 10 грамм ванильного сахара, 150 грамм обычного сахара. И также все тщательно взбиваем миксером, так же как и для теста, до посветления и увеличения массы в объеме. Здесь это важно. Потом берем творог. У меня творог жирный, жирностью 18%. Он обязательно должен быть пастообразный. Добавляем и тоже взбиваем миксером. Не перемешиваем просто яйца, тогда масса останется тяжелая. Здесь нам важно облегчить эту массу, второй слой. И когда все перемешали, видите, масса достаточно жидкая получается. Добавляем 40 грамм манки, либо кукурузного крахмала. У меня кукурузный крахмал. Перемешиваем все венчиком, либо снова миксером и аккуратно наливаем второй слой сверху на шоколадный. Духовка к этому моменту должна быть разогрета на 160-170 градусов. Здесь не нужен высокий градус. Пирог выпекается достаточно долго, примерно 55-60 минут. Я еще потом приоткрываю духовку и оставляю его постоять минут 10 при открытой духовке. Потом вынимаю из духовки и перетягиваю аккуратно на решетку, чтобы он полностью остыл. Вот такой вот он красивый, хорошо заметны два четких слоя, творожный и шоколадный. Внутри красивый, получается всегда разный, не бывает двух одинаковых пирогов. Творог может слегка распределиться волнами, иногда какими-то маленькими кружочками утонуть ближе к дну формы. В общем, очень красивый всегда этот пирог получается на разрезе, и каждый раз разный. Сколько бы раз его не готовили, не будет у вас двух одинаковых пирогов. Очень важно, тесто вкусное, внизу шоколадное, нежное, влажное, но не чересчур. Видно, что нет влажных каких-то кусочков, не пропеченных, либо каких-то влажных кусочков теста, там, где соединяются две начинки. Очень вкусный простой пирог. Насыщенный шоколадный вкус
и ванильная творожная начинка сверху. Приготовьте, попробуйте. Поддержите меня пальцем вверх. Если не трудно, оставьте внизу под видео комментарий. Скоро увидимся в следующем видео. Спасибо за просмотр. Всем пока!